огромное водохранилище. Погода сегодня шикарная. Прекрасная картина перед нами открывается. Вон девушка с парнем плавают на лодочке. Кругом кипит жизнь. Правда, вот здесь что-то я не особо вижу жизни. Но вон машин полно. Вот мы тут втроем сидим. Только начинаем рыбалку. Вечернюю рыбалку на фидер. Все, 5-я кормушка. Закормил я 5 кормушками точку. Все у нас отлично. И сейчас вешаю поводок. И начинаем ловить рыбу. Сегодня я буду использовать поводковую леску 0,12 и крючки Овнер 50-282, 11 номер. Здесь, ребята, всегда ходят поезда, поэтому ждать, пока он пройдет, но это дело неблагодарное. Итак, мелочиться не будем. 2 опарыша, белый и красный, и 3 мотыля. Забиваем кормушку. И делаем с вами первый заброс. Итак, ребята, почему я вам советую посмотреть эту рыбалку? Во-первых, это вечерняя рыбалка, не так уж много у меня их бывает. Во-вторых, время сейчас 18:56, и я начинаю, делаю первый заброс после закорма 5 кормушками. И тут же я вот промазал немножко, но ничего страшного, ладно. Смотрите, сейчас на падении сразу же была поклевка. Сразу же прям. Во, нет, это у нас отстрелила, естественно, вершинку. Вот она, ребятки, смотрите, сразу поклевка, но это, естественно, плотва. Здесь полно плотвы, и еще чем интересна эта рыбалка, здесь можно поймать огромных лещей. Последний раз я ловил здесь леща на 2200. Со мной рядом сидит сосед, коллега Эдуард. Он ловил на 3 килограмма здесь леща. И я надеюсь, на этой фидерной рыбалке мы с вами поймаем тоже трофейного леща. Поэтому смотрите, я думаю, рыбалка будет интересная. Видите, сразу же поклевка. Хотя я бросил не туда, куда надо. Но рыбы нет, это хорошо. Первого заброса. Есть такая примета. Ловить рыбу не очень хорошо. Правда, я не очень верю в эту примету. Мотыля нет. Видите, поклевка случилась прямо на падении. О фидерном монтаже, ну и о другой снасти я расскажу в процессе рыбалки. Рыбалка это будет ночная. Сегодня мы остаемся на ночь. И может быть даже половим не только на фидер, а еще на кое-что. Но это я вам точно не обещаю, потому что не знаю, как устану я, не устану, как будет настроение. А завтра утром, рано утром, но это уже, скорее всего, будет другая уже рыбалка, другая серия. Ну а сейчас, господа, фидер. Забиваем кормуху и постараемся не промахнуться. Итак, второй заброс фидера. Вот теперь я попал туда, куда нужно. Так, удочку я ставить сейчас не буду. Так, ребята, вымотал я снасть и увидел, что у меня опарыш был, естественно, с мотылем съеден. Давайте оденем чулочком одного опарыша. Забьем опять кормушку и попробуем еще раз. Пока что плотва меня обыгрывает. Но я ей больше шанса постараюсь не дать. Но рыба, видать, опять не засекла. Давай, 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 давай. А вот это уже может быть и лещик, ребятки. Есть! Ух ты, ё-моё! Вот это, по-моему, либо крупная плотва. Хотя, ладно, не будем ничего загадывать. Сейчас посмотрим, что там. Да, хорошая плотвица. Итак, повторяем комбинацию. Одеваем одного опарыша чулком. Вот таким вот образом. Ловлю я, ребятки, с глубины где-то 8 метров. Кидаю я недалеко, метров. Но даже 20, по-моему, нету.
Как видите, очень долго падает кормушка. Считали. О-о-о-о. Сразу была поклевка. Не надо было ставить удочку. Нет, сейчас мимо. Но поклевка была сразу. Конечно, в таком случае удлинить поводок желательно, если мы хотим ловить плотву. Но плотву я ловить не хочу, поэтому удлинять я ничего не буду. Но вот опарыша сменить придется. Ему кирдык. Красные опарыши почему-то всегда мельче белых. Я не знаю почему. Кто знает, напишите в комментариях, почему красный опарыш всегда мельче, чем белый. И вот она, рыба. Вот она, родная. Но не крупная. Ну, не за такой рыбой, конечно, сюда пришел, но плотва съедабельная. Ух ты, и отвалилась. Вон она. Ну и бог с ней. Так, пробуем таким способом. Белый чулком, красный за заднюю часть. Стоило только отвлечься, на тебе рыбка. Только забросил, сразу поклевка. Прям сразу. Что-то, по-моему, покрупнее идет. Да нет, такой же. Просто пожирнее. Пожирнее, но маленькая. Пускай плывет. На красного опарыша, на одного. Вот от него остался шматок. Так, давайте попробуем ради эксперимента с вами на мотыля. Оденем буквально пару штучек и попробуем. Ну, с мотылем возник, конечно, побольше, но попробуем. Он у меня все равно есть, он испортится. Лето, жара. Домой я его не повезу, поэтому попробуем. Так, давайте сейчас вообще без прикормки. Она будет медленно опускаться. Кормушка у меня всего лишь 30 грамм. Она будет сейчас медленно опускаться. И мы с вами посмотрим, что из этого будет. Фидер держу на коленке, даже не кладу его. О, рыбка заплескалась. У меня есть с собой еще спиннинги. Можно будет попозже вечерком еще. О, о. Нифига себе, хорошо загнула. Вот так вот должна ловиться плотва. Но, к сожалению, сход. То есть заброс, поклевка, рыба. Заброс, поклевка, рыба. И никаких альтернатив. В таких водоемах, где рыбы полно, все должно происходить именно таким образом. Ну, в идеале, конечно. К сожалению, не всегда так происходит, но в идеале так и должно быть. Вот эти всякие постановки удилищ, колокольчики там всякие и так далее, это все неправильно. Давайте еще раз попробуем без прикормки. Видите, я даже на стойку сейчас не ставлю. Сейчас кормушка достигнет дна. Если достигнет без поклевки, поставим удилище, чуть-чуть подтянем и ждем. Вот она поклевка. Я еще даже натянуть не успел.
Скорее всего, уже стащила, но не засеклась собака такая. Нет. Есть, вот она. Каждый раз я делаю. А там оказывается какая-то мелочь. Но не всегда. Не всегда. Поднимаю рыбу с глубины 8 метров. Ну, тоже не очень крупная. Мы ее не повредили. Давайте ее тоже отпустим. Иди. Да, плотва на фидер. Это, конечно, здорово. Но вот я чувствовал, что можно было половить и на поплавочек. Плотву-то поприятнее было бы ловить. Но на фидер тоже пойдет. Так что вечерняя рыбалка плотвы на фидер сегодня будет, я так понял, очень удачная. Кто тут мне глазить? Потому что она как пришла, так может и свалить. Почти ко мне забросил, нормально. Ничего страшного. Во-во-во, клюет. Опа! Ух ты! Что-то как тяжело со дна поднимается. Кормушка вроде не тяжелая, но поднимается так лихо, бодро. О, хорошенько. Да, красавица. Заберу я у тебя. Давай. Итак, ребята, смотрите, поводок у меня сантиметров, наверное, 60. Затем у меня идет кусок флюрокарбона, быстросъемная бусина-застежка, бусинка. Ну и на вертлюжке с застежкой идет кормушка 30 грамм от Болин Рыбалка РФ. Очень хорошие кормушки, а главное дешевые. Кстати, этот фидерный монтаж есть у меня на канале. Ссылку вы найдете в описании. Оставлю ссылку на этот монтаж. Монтаж вообще супер. Жадничать не будем. 3 опарыша отправляются в воду. О, хорошая, крупная. Ага. О, где шнур, смотрите, что творится. Походу идет за ней. Вон, хватает, смотрите. Смотрите, что творится. Вон, да. Во. А чё ж не берет-то, ну? Точно, он атаковал прям. Нормально вообще. Сейчас на вертушку попробую. Ребятки, смотрите, сосед походу леща завалил. Да. Хороший, ничего себе. О, вот он экземплярчик. Значит, пора лещей ловить. Жирный-то какой. Да. Ну такой грамм на 800, наверное, да? Есть, наверное. Да. Хороший. Оп. Угу, классный. Давно Пойду лещей ловить. Пойду лещей ловить. Вертушку, ребят, так и не отцеплю. Зацепил вертушку, поставил большую. Зацепил, и это новая вертушка. Блин, так мне жалко ее отрывать. Положил на дно ее, думал, со дна может. И не, бесполезно. Не могу я ее отцепить, придется отрывать. Но может, конечно, отцепится, но я сомневаюсь. Скорее всего, кердык, да, все, оторвал. Ай, блин, сошел, что ли? Блин, сошел, зараза. Ну, такой не крупный, но был. Камеру полез включать, и он сошел. Ну, у тебя фидер-то такой мощный. О, сопротивляется. Тащи зверя сюда. Хороший, да. Пацак-то у тебя далеко. О, хороший, да. Второй уже. Ага.
Да, где-то 800. Такой же, да, наверное? Да. Хорош. Вот только забросил. Поклевочка такая. Дынь. Ну и на этом все. 3 опарыша сейчас одел. Ну что, ребятки, будем вечеровать. Время уже 27:41. Пора нагреть себе водичку для доширака и попить потом еще и чайку. Рыба пока что не клюет. Что-то как-то затишье и у меня, и у соседа. Ну и вот, ребятки, ужин на берегу водохранилища готов. Сейчас буду кушать. Сейчас бы еще поклевка была, вообще было бы здорово.